После нескольких солнечных дней, проведенных в Берлине и Дрездене, нам пора было двигаться дальше, на юг, через Альпы, к зеленым холмам Апеннинского полуострова. Преодолев сотни километров немецких автобанов, к вечеру 10 мая мы были у подножия гор, в маленьком городке Фюссен, который должен был стать последней нашей остановкой на территории Германии. Ненастная погода, накрывшая эти живописные места как раз в дни нашего приезда, не очень располагала к прогулкам. Но и отдавать 200 евро за ночь, просто чтобы отоспаться между переездами, тоже не хотелось. Тем более, где-то здесь, в медленно движущейся дымке бело-серых облаков, стояли два прекрасных замка. Конечно, в такую погоду есть определенные плюсы. Стоянка в поселке Хойшвангау, где располагаются замки, была хоть и платная, но полупустая. А на лесной тропе, ведущей к одному из самых красивых замков в мире, мы встретили лишь пару групп туристов. Через сотню-другую метров достаточно крутого подъема, сквозь мокрые кроны деревьев, наконец появился он, замок Нойшвайнштайн. Из-за размеров, в первую очередь высоты, оценить его красоту, как бы нам и не хотелось, с этой дороги было невозможно. Но на самом деле это было и не нужно, потому что для любования видами здесь есть места получше. А нам же стоило поспешить ко входу, чтобы успеть на экскурсию по внутренним помещениям замка. Электронные билеты мы купили накануне вечером, и количество таймслотов было ограничено. Надо полагать, в более высокий сезон с этим могут быть проблемы. У нас же продолжал идти дождь, который, впрочем, не являлся особой помехой ни для нас, ни для интернациональной толпы других приезжих. Когда ты преодолел сотни и тысячи километров, чтобы вживую увидеть сказочный замок Нойшвайнштайн, то независимо от погоды ты его увидишь. На внутренний двор, где располагались турникеты, мы зашли с запасом времени. И не зря, потому что успели и осмотреться, и сделать пару хороших фото на фоне лицевой части замка. Вряд ли, конечно, баварский король Людвиг II предполагал, что именно так будет использоваться его дом. Но идея по созданию столь необычного замка была поистине гениальной. Всего лишь 150 лет прошло с тех пор, как, вдохновленный постановкой оперы Рихарда Вагнера «Лонгрин», молодой король начал превращать свои задумки о волшебном замке в реальность. Многие считали его сумасшедшим, но по сути он скорее был непокорной, неординарной и творческой личностью. Не зря его любили жители Баварии. К сожалению, в Нойшвайнштайне Людвиг пожил совсем немного, примерно 2 года, и в 1886 году погиб при загадочных обстоятельствах. В следующий раз достать камеру получилось уже только после окончания экскурсии. Фото и видеосъемка интерьеров здесь по неизвестной причине запрещена. С аудиогидами мы прошлись по нескольким шикарным залам в духе театральных декораций и спустя примерно 30 минут вышли в сувенирный магазин. А после небольшого холла с макетом замка один из коридоров вывел нас на балкончик с отличным видом. Вот в этот момент пасмурная погода оказалась совсем не кстати, потому что горизонта видно не было, а близлежащие объекты обволакивала дымка. Но вживую это все равно выглядело захватывающе. Длинный белый коридор, похожий на потайной ход, вывел нас на улицу, где все так же накрапывал дождь. Увидев указатель к мосту и взвесив все за и против, мы двинулись в путь. Через примерно 700 метров горной дороги по лиственному лесу, в окружении других промокших путешественников, мы должны были увидеть ту самую картинку с изображением легендарного замка Нойшвайнштайн, которую на просторах интернета и не только встречал, наверное, любой человек. Людей на подходах к мосту было ощутимо побольше. Все-таки это уже не огромный замок, посещение которого строго ограничивается билетами.
Вход сюда абсолютно бесплатный, а кроме того, что это обзорная площадка, это еще и часть сети местных пешеходных маршрутов. Мариенбрюкке, или мост Марии, был также построен по приказу короля Людвига II в 1845 году. Он назвал его в честь матери и хотел, чтобы люди могли приходить и любоваться его замком издалека. Что ж, монарх был бы доволен, люди приходят по сей день, а замок Нойшвайнштайн стал едва ли не визитной карточкой всей Германии. Проведя максимум времени, хотя оно там не ограничено, на мосту, мы с Амелией нашли остальных членов нашей семьи и пошли обратно, в поселок. Хоть могло показаться, что впечатлений на сегодня достаточно, и все уже устали, но прошла только половина дня, да и дождь слегка утих, поэтому отказывать себе в удовольствии осмотреть и второй местный замок было нельзя. Тем более никто не мешал зайти в один из ресторанов, поесть, передохнуть и продолжить путешествие по этой замечательной долине с новыми силами. И уж это того стоило. Минув красивейшее озеро Альбзии и пару сотен метров дороги по живописному весеннему лесу, мы достигли одноименного с поселением замка Хойшвангау. Многочисленные башни, скульптуры, разнообразие форм и вот этот романтический стиль, безусловно, напоминали Нойшвайнштайн, но в то же время было видно, что создателями этих двух замечательных замков были разные люди, хоть и не совсем чужие друг другу. Король Баварии Максимилиан II выкупил руины бывшей крепости, разрушенной во время войны против Наполеона, и в период с 1832 по 1836 год построил на ее месте новый замок. Именно здесь большую часть своей жизни провел его сын Людвиг, будущий король и создатель Нойшвайнштайна. Прекрасное оформление территории замка и завораживающая красота окружающей природы долгое время не хотели отпускать меня домой. Но закрывающийся сувенирный магазинчик и мои куда-то ушедшие спутники дали понять, что день в Хойшвангау подошел к концу. Тем вечером Фюссен, соседний с долиной замков городок, где находился наш отель, жил, казалось, совсем другой, обычной и размеренной жизнью. Мощенные улочки и опрятные старинные домики излучали нетипичную для столь популярного места теплоту и уют. Так и хотелось сказать: вот она, настоящая Бавария. Шутка ли, история Фюссена уходит корнями в 3 век, и немецкие народы жили и формировали тут свою культуру очень и очень долго. Тот небольшой кусочек времени, который остался у нас после 2 более известных замков, мы потратили на неспешную прогулку на холм к готическому замку Хоес-Шлосс, видневшемуся из окон нашего номера. Являясь одним из наиболее сохранившихся средневековых замков Германии, он славится своими расписными фасадами, создающими иллюзию объемности. Кроме красочного внутреннего двора, желающие тут могут найти также художественные галереи, но мы даже при желании не смогли бы их посетить. В столь маленьких городках активная жизнь замирает достаточно рано. Замок, как и магазины и большинство кофеен, были уже закрыты. Да и нам пора было возвращаться, ведь уже завтра нас ждал перевал через Альпы.